Всем доброго времени суток. В этом видео я хочу показать вам, как я сделала вот такую вот игольницу. Внутри можно положить пуговки, всякую швейную мелочь. Итак, поехали. Предварительно я накрутила трубочки из полосы 5 сантиметров на спицу 1,2 миллиметра. Покрасила их самоваренной морилкой, не видите, цветом дерева. Самоваренную варилочку я варю сама. Если интересно, я потом сниму видео. Обработала дюфа плюс вода. Отлежались они у меня где-то часиков 8. Вот я вижу, что она у меня уже мягенькая, податливая, и можно работать. Значит, еще нам понадобится для игольницы. Значит, сама подушечка игольницы у нас, как видите, мягенькая. Вы можете, конечно, взять любую свою вот ткань, какую вам понравится. Значит, ткань, наполнитель. В моем случае это синтепон, обрезки синтепона. Я его так много, это, конечно, мало у меня в руках, я многовато так набила. Значит, покажу сейчас, как сделать эту подушечку. Значит, берем сперва картон. Наша форма, которую мы будем оплетать. Я взяла обычную коробочку с потушных палочек. Значит, их нам нужно 2 штучки. Одну мы вот так вот запаковываем. Я внутрь положила копеечки для утяжеления, чтобы нам удобно было плести. Значит, смотрите, та часть, которая вверх коробочки, я закрыла. И эту часть я прикладываю на кордонку, ложу. Обвожу ее. Со всех сторон аккуратненько я ее обрисовала. Значит, смотрите потом, что мы делаем. На пол сантиметра меньше отступаем от нашего края, которые мы обрисовали. И так полностью мы обрисовываем и вырезаем вот такие вот поменьше 2 штучки. 2 штучки. Ну, это для того, чтобы она была вот не гнулась, плотненькая наша подушечка. Вот я их склеила между собой, эти 2 штучки. И потом ложу на ткань. Значит, таким образом. От края, чтобы у нас было вот запаса 4 сантиметра обязательно. Везде от края 4 сантиметра. И обрисовываем по 4 сантиметра нашу форму. Обрисовываем. Ну, этот кордоночку. Обрисовали. Ну, везде вокруг. И еще нам нужно 2 сантиметра также. 2 сантиметра. Значит, у нас будет из 2 полос состоять. Вот по вот верхние 4 сантиметра мы обрезаем. Вот смотрите, еще раз покажу ближе. Вот у нас 2 сантиметра и 4 сантиметра. Прорисовываем. И 2 сантиметра. И так по кругу мы обрисовали нашу картоночку. По линии 4 сантиметра мы обрезаем. По линии 2 сантиметра мы потом собираем на обычную иголочку с ниточкой. Вот таким образом. Смотрите, вот такими небольшими стежками, такими не больше сантиметра, я собираю полностью, не утягивая до нашего диаметра. Вот смотрите, я присобрала. И затем просто собрала ее до кучки. Вот она внутри наполнена. Все, я думаю, понятно. Вот такая у нас будет подушечка сверху. Для самого плетения нам понадобится, как я уже сказала, 2 формы. Одна форма у нас идет вверх крышечки, закрытая. Вот я буду здесь вот оплетать вверх.
одна форма. Я уже вот оплела низ. Мы сейчас с вами будем вверх плести. Они, в принципе, плетутся одинаково. Вот я заранее вам сплела низ нашей игольницы. Вот эту форму я оставляю. Низ я не доплетаю. Буквально 2 или 1,5 сантиметра от края, чтобы нам удобно наша крышечка садилась вверх. Значит, вверх я буду оплетать у второй формы. Значит, берем обычный лист бумаги, ложим верхом на лист бумаги и точно так же обводим полностью со всех сторон, обрисовываем. Это будет наша окружность верхней крышечки. Вот мы ее плетем точно так же, как низ. Значит, я показываю, как плести. Нам нужно взять 6 трубочек. Шесть трубочек. Это будут у нас стоечки. Мы берем 3 на 3. И вот крест-накрест их устанавливаем. Значит, для плетения еще нам понадобится клей. Я наполняю его в шприц. Мне так удобно. Вот какой я клей использую. Это полимерный клей. Я его набираю в шприц. Он очень удобно им пользоваться. Когда работаю, я открываю крышечку. Маленькие ножнички для обрезания кончиков лозы. Кусачки, шило. Ну и тарелочка, куда я обрезочки кидаю. Значит, смотрите. Это у нас будут стоечки. Я их установила. Значит, смотрите, как я поступаю. Беру 2 рабочие уже трубочки. Тот край, который у нас скруточка, у одной трубочки я срезаю на уголочек. Смотрите как. С этим ноготочком я делаю вот, посмотрите, вот так вот, чтобы немножечко вот она присобралась в кучу. У второй рабочей трубочки немножечко клея я сажу в другую уже сторону, не там, где скруточка, ту сторону не трогаю. Вот у нас идет вот этот край, и в этот край я помещаю, буквально накручиваю и пригинаю. Вот у нас, загибаю вот так вот. Вот у нас будет рабочая трубочка. Ну, да, рабочие трубочки. Мы ими начинаем плетение. Я беру в руки, мне так поудобнее начинать плетение. И пошли оплетать наше донышко. Я оплетаю веревочкой. Смотрите, вот так. И эту я завожу вниз. Поправляем. Нижнюю из-под низа я вывожу вверх. Эту я завожу вниз. Эти 2 рабочие трубочки у нас. Пошла второй ряд. Точно так же. Это плетение называется веревочка. Веревочка из двух трубочек. Оплетаем. Значит, смотрите, эта трубочка у меня уже заканчивается. Примерно я понимаю, что наращивать мы будем всегда за стоечками. Вот я примерно понимаю, что в этом месте я пальчиком так загнула. Примерно в этом месте я буду делать наращивание. И я срезаю на уголочек.
Беру трубочки, рабочую трубочку, промазываю уголочек. И наращиваю трубочку. Смотрите, я слегка придавила и вкручиваем. Вот она села у меня. Поправим здесь наше изделие. И продолжаем плетение. Еще один ряд проплету вот таким образом, чтобы было у меня вот здесь вот три ряда за плетением. Значит, вот здесь тоже надо уже наращивать. Вот эту трубочку я уже буду наращивать. Опять же, я смотрю, это примерно вот здесь у меня будет обрезание трубочки этой. Срезаю опять же на уголочек и наращиваем мою трубочку. Я смакиваю всегда кончик парой трубочек, несколько у меня уже этот подготовлен. И опять я ее вкручиваю. Смотрите, вкрутила, она села, все на месте. Все. Плетем дальше. Итак, мы проплели уже 3 ряда. Затем нам нужно наши стоечки разделить, каждую по отдельности. Для этого я беру шило. И вот смотрите, как я поступаю. Из 3 трубочек у нас пока что вместе было плетение. Теперь я от центральной вывожу эти 2 трубочки на бока. Ну, примерно равномерно, чтобы это все было. И начинаю плетать теперь уже по одной трубочке. Точно так же веревочкой я оплетаю каждую теперь трубочку по отдельности. Следующие 3 стоечки рассоединяем. И точно так же их оплетаем. И так поступаем со всеми нашими 3 стоечками. Разъединяем их, оплетаем их по отдельности. Смотрите, чтобы у вас расстояние между ними примерно было одинаковое. Еще у нас осталось 3 трубочки вместе, стоечки наши. Мы их разъединяем и оплетаем. Уже изделие мне удобно плести на столе. Все. Смотрите, где здесь мы уже доплели, нам нужно обозначить начало и заканчивание ряда. Я беру обычную булавочку и на кончик трубочки нашей первой вот так вот ее нанизываю, и я уже знаю, что у меня здесь начало и завершение ряда. Итак, продолжаем наше плетение. Еще такой же веревочкой я буду плести. Значит, смотрите, трубочку надо нарастить. Нарастить ее нужно за плетением. Вот эта вот трубочка пойдет у нас вниз, и вот за плетением я должна ее нарастить. Срезаем. Эта трубочка у нас тоже за следующей стоечкой пойдет наращивание. Тоже я ее срезаю. Беру 2 рабочие трубочки. Капаю немножечко клея
И наращиваю наши трубочки. Наращиваю точно так же, как и до этого я наращивала. Еще раз вам показываю поближе. Накручивая как бы. Все, она села на место. Следующая трубочка. Итак, веревочкой из 2 трубочек я проплела нужный нам диаметр. Вот смотрите по рисунку. Вот, достаточно. Теперь я устанавливаю на нашу форму. Как мы поступаем? Значит, смотрите, вот наша заготовочка, изнанка, вот ее. И вот лицо. Вот какая сторона вам больше нравится, всегда лицо красивее получается. Вот то должно быть видно. Значит, вот сюда мы будем клеить нашу подушечку, это изнанка. Значит, вот этим кверху я ложу на нашу форму. Беру обычный малярный скотч и фиксирую на нашей форме вот так вот. Зафиксируем, чтобы оно никуда не двигалось. Можно с 2 сторон, можно с 4 сторон, как вам будет удобно. Вот, зафиксируем. Мне, думаю, достаточно будет на 2 стороны. Вот. Теперь нужно наши стоечки опустить вниз. Я беру шило и вот так вот вниз их опускаю. Вот так вниз. Каждую стоечку опускаем вниз. На этом этапе у донышка я добавила еще по 1 стоечке. Я поступила вот таким образом. Я раздвинула наше плетение и вставила еще сюда по 1 трубочке. И у меня получилось 2 стоечки. Но у крышечки я не буду этого делать. Значит так, смотрим, берем опять же 2 наши рабочие трубочки. Капаем клеюшечку клея, капелюшечку клея. И продолжим сейчас наше плетение. Но уже трубочки, стоечки наши будут вниз заходить. Наращиваем. Угу, немножко не так. Переделаем. Подкручиваем. Нарастили трубочку. Следующая. И теперь мы продолжаем наше плетение, но уже со стоечками вниз. Точно так же. Веревочка из 2, но стоечки мы опускаем вниз. Продолжаем плетение.
Этот малярный скотч нам потом обрежется и ничего не будет видно. Ну, он нам поможет сейчас в работе. Зафиксирует наше изделие на форме. И так проплетаем. Проплетаем. Вот, смотрите. Слегка опуская вниз стоечки. Не сразу, чтобы не было заломчика, а вот эти места тоже надо закрыть. Так. Вот здесь я уже буду наращивать. Вот здесь трубочку обрезаем под плетением. Эту трубочку я тоже наращивать буду. Обрезаем под плетением. Наращиваем трубочки, подкручиваем, вставляем трубочку. Точно так же вторую трубочку наращиваем. Плетем. Поправляем наше изделие. Опускаем, не забываем опускать стоечки. Вот, над плетением, под плетением, над плетением. Опускаем стоечки. Наращивание. Так проплетаем мы где-то буквально пару сантиметров. Итак, я проплела веревочкой из 2 рабочих трубочек 5 рядов. Вот ряд у меня заканчивается, я проплела. Это у меня мои 2 сантиметра вниз. Значит, сейчас нам нужно спрятать наши трубочки. Вот смотрите, одна трубочка, вот конец нашего ряда, за ней я обрезаю, трубочка, которая за стоечкой, я обрезаю где-то сантиметр в сторону. Шилом делаю такой кармашек и завожу туда кончик нашей трубочки за стоечкой. Буквально я его спрятала, видите, его не видно. Точно так же я поступаю со следующей рабочей трубочкой. Обрезаю где-то сантиметр за плетением, делаю кармашек возле стоечки и прячем нашу трубочку. Все, таким образом мы закончили плетение веревочкой из 2. Теперь нам нужно, можно туда каплюшечку клея ПВА капнуть по желанию. Ну, в принципе, после грунтования она никуда не будет ни шевелиться, ни выходить. Так, теперь нам нужно, вот крышечка наша. Все наши стоечки нужно обрезать. Поправим еще раз наше плетение. Итак, теперь мы откусываем все наши стоечки, они нам больше не нужны, вровень с плетением.
теперь этот край, вот этот вот край, надо красиво закрыть нам. Берем нашу рабочую трубочку, подрезаем немножечко под уголочком кончик, ну там, где мы наращивали. Я беру клей ПВА обычный и шила. Значит, смотрите, по левую сторону от стоечки делаем кармашек, капаем туда капелюшечку клея и вставляем стоечку. Так, я немножко поглубже это сделаю. Вставляем стоечку, подгинаем ее до следующей, но не слева мы будем заводить, а по правую сторону от стоечки. Вот на это расстояние вот у нас должно быть. И отрезаем буквально сантиметр на уголочек. Все, пока что оставляем мы так трубочку нашу. Затем смотрите, как мы поступаем. По левую сторону делаем кармашек. Вот по левую сторону я сделала кармашек. Капаю туда капелюшечку клея и вставляю эту же трубочку, продолжаем с ней работать. Вставляю туда. Возвращаемся к первой трубочке. Подгибаем ее и делаем теперь кармашек по правую сторону от плетения. Капаем туда капелюшечку нашего клея ПВА. Делаем заломчик на этой трубочке рабочей и вставляем по правую сторону от стоечки нашу трубочку. Поправляем все. Вот. И дальше поступаем точно таким же образом. Значит, делаем в следующей стоечке, возле нашей стоечки, по левую сторону кармашек шилом. Капаем туда клей. Эту мы подготовим, обрежем на сантиметр. И вот в этот кармашек ее же мы заправляем. Все. Здесь делаем кармашек для вставки этой трубочки. Капаем капелюшечку клея и заправляем. Таким образом мы по кругу закрываем наше плетение. И так вы самостоятельно закрываете все стоечки без меня. Вот таким образом. Итак, я все стоечки закрыла таким образом. Смотрите, все ровненько теперь выглядит. Все пеньки у нас спрятаны. Затем я сняла наш малярный скотч, он нам уже не понадобится, который мы фиксировали крышечку. Теперь нам нужно, у меня запланировано, обплести по кругу полностью нашу подушечку к крышечке. Для этого нам нужно взять, так как у нас плетение из 12 стоечек, вот наши стоечки, вот они. Из 12 стоечек я буду оплетать по 2 штучки. Я взяла 24 трубочки для оплетания. И смотрите, как я поступаю. Там, где скруточка, я срезаю на уголочек буквально сантиметр. Все наши 24 трубочки. Ну и оставляем их опять же в кулечке, чтобы они не пересыхали. Берем шило и отсчитываем от края 5 рядов. Этих 5 рядов до загибочки. Вот смотрите, вот эти 5 рядышков за пятым, вот сюда вот мы будем по левую сторону от стоечки. Вот смотрите, вот стоечка наша, по левую сторону от стоечки мы будем здесь делать кармашки и вставлять по 2 трубочки. Значит, углубляем так поглубже наше шило. Опять же берем клей ПВА наш, ставим туда капошку,
Ну, такую небольшую капушку. Вы даже не бойтесь, что оно там потечет. Цвет ПВА не придает никакой цвет нашему изделию. По одной трубочке мы вставляем одну и тут же рядышком вторую трубочку. Можно шилом поправить, поглубже вошло, помочь шилом. Вот смотрите, вот наша стоечка, вот она наша стоечка. И по левую сторону от стоечки, значит, мы поступаем таким образом со всеми 12 стоечками нашими. По 2 наши трубочки вставляем. Капелюшечку туда клея капаем. И так поступаем со всеми нашими стоечками. Итак, мы вставили все наши 12 стоечек. Вот как теперь это выглядит. И нам нужно, для того, чтобы внутри у нас получилась эта подушечка оплетания, нам нужно ее теперь сюда вот посадить на... Я горячий пистолет беру, на клей. Промазываю так обильненько клеем. Центр возьмем. И вот выставляем чутко по центру. Вот и садим на клеюшечку. Горячий пистолет. Он очень быстро так схватывается. Можно и на тот же полимерный клей, который я сюда в пистолет набираю себе, то есть пистолет в шприц. Ну, вот этот клей будет быстрее. После приклеивания подушечки я взяла еще обычное кружево, какое вам понравится. И по краешку нашу подушечку хочу подклеить, чтобы это, если просвечиваться будет плетение, чтобы это все выглядело красиво. И на тот же клей пистолетный я это все приклею аккуратненько. В нескольких местах зафиксирую. И все, наше кружево никуда не денется. Так, теперь мы приступаем к оплетанию. Смотрите, как я поступаю. Я беру, значит, за 2 трубочки и поднимаю наше плетение за следующую трубочку. Ну, так слегка я вот так вот делаю такую загибочку, волну такую. Следующее, это я вниз опускаю, за следующее плетение опускаем. И это мы берем третью уже и за опускаем. Итак, смотрим. Вот 3 волны у нас получилось. Раз, два. За третью мы завели. Приподнимаем эти стоечки. У нас, в принципе, должны смотреть все вверх. Вот так. Ну, мы будем по одной. Значит, смотрите, беру вот эту вот из первой волны. Из первой. Продеваю через раз и вторую. Завожу ее за вот эту вот трубочку и приподнимаю вверх. Все, вот эти вот мы можем подрезать. Берем вот эту вот трубочку, вот эти 2, вот эти вот 2, которые у нас вверх теперь смотрят. Вот эту я беру и опять же делаю такую вот волну и
увожу вниз. Ну, смотрю, чтобы одинаково было. Увожу вниз. Теперь беру вот эту вот трубочку внизу, придерживаю, под две вот этих трубочки, которые вниз смотрят. Это уже у нас пойдет наверх. За нее я завожу эти две трубочки. Вот так. Смотрите. Все подрезаем. Вот эти подрезаем. Вот эти, вот видите, они вышли. Вот. Их подрезаем. Где-то вот сантиметр полтора от стоечек. Следующее берем. Накрываем. Накрываем вот этой. Накрываем. Тоже опять же соблюдает примерно такую же волну. Вот у нас получается 3 смотрят вниз. За первую мы берем и под этими двумя проводим. Эти у нас идут, которые вот, они все пойдут вверх. Вот первую под 2 и заводим, подрезаем. Подрезали и прячем за вот эти, что вверх смотрят стоечки. Опять же делая волну. Мы потом все это, конечно, поправим. Пока что так вот оно будет немножко корявенько, но пока нам надо проплести все волны. Вниз опустили, у нас уже внизу 3. Эти у нас все пойдут наверх. Вот так вот. Вот так. Берем за первую из тех, что вниз. За 2 нижних. За 2. Вот так. Фиксировать надо 2 ручками. Подрезаем. Так, все стоечки укладываем. Укладываем. Примерно контролирую, чтобы это все было одинаково. Если у вас медленно это получается, то трубочки могут немножко пересохнуть, можно их спрятать. Коктейльные обычные трубочки одевать на них, прям нанизывать на них, и тогда они будут пересушиваться, они не будут. Так, под 2. И сюда. Потом мы еще все будем проверять, поэтому пока что вот так. И опускаем вот эту. Я держу пальчиками, может не все моменты и видно. Надо фиксировать все пальчиками. И поднимаем вверх. Берем первую, заводим за 2. Вот так. И за
первую, которая наверх. Вот так. Все, эти подрезаем. И на них укладываем первую, вот эту верхнюю. Так, за 2 укладываем, подрезаем. Укладываем. Так мы пришли к нашему началу оплетания. Значит, смотрите, по узору закрываем, берем за первые. Вот они пошли, наши стоечки, за которые нам нужно завести эти 2 трубочки. Значит, вот эту берем и заводим по одной. Аккуратненько. Продеваем. Укладываем здесь все ровненько. Вот. Подрезаем. Смотрим, чтобы волна у нас примерно одинаковая была. Подрезаем. Смотрите, подрезайте одинаково, чтобы не было потом там больше, там меньше волна. Так. И укладываем. Вот, смотрите, вот мы их положили. Теперь укладываем на. Укладываем. Берем вот эти вот, как бы за вот эти, и укладывать нам нужно будет теперь сюда. Сюда. Продеваем. Продеваем и поправляем. Все поправляем. Подрезаем. Так. Теперь нам нужно за стоечку вывести. Вот. Продеваем. По узору все смотрим по узорчику. Вот. Вниз вывели. Значит, у нас теперь идет вот как бы стоечка, вот как бы стоечка. Нам нужно под них 2 вот так вывести. И аж в эту. Вот она смотрит у нас. Вниз она смотрит. Мы ее сюда заводим. И вторую туда же продеваем. Поправляем тут с этой стороны все. Мы спрятали все наши хвостики в плетение. Закрыли нашу загибочку. Проверили, чтобы это все со всех сторон смотрелось ровненько, без заломов. Все смело, пока все трубочки у нас влажные, мокрые. Мы можем их все смело поворачивать, крутить, укладывать так, как нужно нам. Вот, проверили мы со всех сторон. Мы пока что с формы не снимаем нашу верхушечку. Вот она на форме сидит. Все проверили. Теперь, почему на форме? Потому что мы будем грунтовать наши изделия, чтобы они в будущем были крепкие. Значит, я беру подносик, у меня такой рабочий, кисточка и грунтовка. Вот какая у меня грунтовка, обычная строительная грунтовка. Но я беру зеленую против плесневи.
Вот обычная грунтовочка. Это не концентрат, а грунтовка обычная. Значит, я наливаю небольшую емкость, так как мы макаем будем туда кисточку, и это все я не сливаю потом остатки назад в бутылочку, потому что испортиться может наша грунтовка. И значит, у нас уже сплетены низ нашей игольницы и верх. Значит, как мы поступаем? Грунтуем, значит, обильно. Я поливаю обильненько. Наше изделие прям промакивается оно все. Все обильненько я его поливаю. Не боюсь. Правда, перчатки надо было одеть. Конечно, вы оденьте перчатки. Все проливаю я. Чтобы все пропиталось. Значит, грунтовочка. Наше изделие обработает от той же плесени, ну, что написано, заявлено у нас в самой грунтовочке. Ну и что нам очень важно, еще наше изделие будет прочное такое, дубовенькое. Так, здесь мы сделали. Убираем в сторону. Крышечка, значит, крышечка у нас, мы с ней аккуратненько, так как у нас здесь есть тканевая часть, мы ее просто вот так вот аккуратненько все прогрунтуем. Вот на следующий день, как высохнет наша грунтовочка, вот изделие будет уже сухое, мы снимем с крышечки крышечку с формы. И там донышко, вот то донышко внутри. У самой крышечки прогрунтуем тоже. И тогда мы уже с вами встретимся в сборке. В сборке изделия и в лаком скрывать будем. Вот я так грунтую. Все, теперь сутки точно оно должно высохнуть. Значит, смотрите, моя игольница уже готова. Я ее самостоятельно вскрыла лаком. Немножечко довышивала здесь цветы, листья. Ну, это все по вашему желанию. Я вот смотрела, что мне еще не хватало пару лепесточков, веточки. Я это сделала. И доклеила кружево. 2 кружева вот по краешку тоненьких я приклеила на горячий пистолет. В 2 словах расскажу. Значит, лаком после грунтовки, полного высыхания грунтовки, я покрываю лаком как? Беру кисточку, мой лак, легенько только кончики смачиваю лаком, только кончики, вот так вот провожу и втираю это все. Вот так вот. Вот так вот. Чуть-чуть опять макнула, сделала такой вот штрих кисточкой и втираю все. Я не делаю, чтобы там текли потеки, вот лака нет, такого нету, и все. Вот. После высыхания, смотрите, и грунтования, мое изделие очень прочное. Смотрите, я его гну, оно очень прочное. Покажу вам, каким я лаком пользуюсь. Вот мой лак. Декоративно-защитный лак для паркета. Ну, тут написано, что он для детских игрушек подходит. Я беру такой. Это у нас с красной этикеточкой полуматовой. Также еще я пользуюсь глянцевым. Вот зеленая этикеточка, это глянец. Мне нравится этот лак. Он не белесые такие, не делает разводы, не пенится, когда... Есть лаки, как вот после кисточки, такие прям пузырчики, их вот так вот надо, высыхает, их надо вот так вот убирать. А этот нет, отличный лак, вот провела, ничего, потом оставила, вот все просохло у меня. И очень быстро он сохнет, буквально пару часов, и изделие сухенькое. Вот еще раз вам покажу, что у меня получилось. Вот сюда можно положить всякую швейную мелочь, там пуговки, наперстники, катушечки маленькие,
шпулечки, ну, что вы придумаете себе. Вот она закрывается. Вот такая вот у нас получилась игольница. Рада была, если вам понравилось мое видео. Буду снимать еще.